Итак, всем привет. Сейчас разберу сделку за вчера, ту, что и обещал. Да, я в посте просил поставить больше 20 огоньков, если вам интересна эта сделка. Обещание исполняю, больше 20 огоньков есть. Спасибо, двигаемся дальше. Итак, по сделке. Расскажу, почему открывал шорт, аргументы за шорт, ну и, естественно, выводы, чему нас это научило или может научить. Поехали, первый скрин подтверждение того, что я был в сделке. Дата входа 20.10.22 года 21.44. Лимит продажи, так как это был шорт. И цена первого лимита. У меня их было 3. 2 закрылось, третий не дошел. Не дошла цена до этого. И take profit. Лимит, покупка, цена. Take profit исполнен. Ну и остальные тоже так же все было. С этим разобрались. Дальше поехали. Пост. Все писал в посте. То, что было в посте написано, потом и действовал. Разберем детально. Первый скрин – кластерный график. Смотрим. Утром были продажи сильные. После этих продаж цена в течение дня поднималась вверх, росла. То есть было преобладание покупателей. Вот здесь, кстати, я тоже открывал лонг, но меня потом вот этим баром вынесло по стопу. И все вот это движение я пропустил. Но это другая сделка. Разбираем шорт. По кластерам вот здесь выросла волатильность, и на что я обратил внимание, что после вот этой волатильности бар следующий открылся ниже. То есть вот здесь я уже предполагал, что преобладали продажи, потому что цена не пошла вверх, а преобладали продажи, потому что бар открылся уже внизу этого предыдущего бара. Плюс вот здесь был всплеск асков. Приблизительно это 8 часов. Если у нас база показывает 18.00 и 21.00, то здесь серединка где-то приблизительно, даже чуть больше, серединки где-то в 20.00. Вот это как раз на этом скачке был всплеск аска, то есть продаж, желающих продать было больше. Дальше идем. Дельта. Эта дельта показывает только пару BTC USDT на бирже Binance. Что мы видим? Продажи сильные, потом продажи исчезли, появились покупки понемногу, цена пошла. Вот этот столбик покупок хороший, дал хороший скачок в цене. Потом было затишье, и вот второй столбик покупок, который уже дал, он был поменьше, и результат, да, цене он тоже дал поменьше, но все равно после этого какой-то выход вверх был. И вот на этом уже баре уже были продажи вот от этого дела. И следующий бар прошел вверх, вверху точнее пустота. И там мы видим всплески покупок были, да, но это не дало цене подняться дальше вверх. Значит, лимитных продаж, лимитных заявок на продажу вот здесь было больше, чем желающих купить по рынку. Да, понимаете? И дальше вот этот бар второй, который открывался, мы видим, что он открывается уже на продажах. Уже здесь продажи преобладают, и вот в этот весь бар тоже был на продажах вниз. То есть вверх цена пошла, здесь покупатели не поддержали движение вверх, и все ушло вниз. Следующий скрин. Это MarketStat. Смотрим на индекс. Индекс находится в верхней зоне, то есть покупатели загнали индекс высоко, и чтобы он дальше рос, нужно, чтобы покупок было еще больше, чем было до этого. И мы видим, что покупки начинают иссякать. Вот большой столбик, потом чуть поменьше и еще поменьше. Но продажи с этого момента, после вот этого столбика, начинают только увеличиваться. И вот последних два столбика, они даже последний больше предпоследнего. То есть интерес продавцов нарастает, а покупателей падает. То есть цена поднимается вверх, покупать хотят меньше, а продавать хотят все так же. То есть продавцам выгодно продавать по этой цене, а покупателей уже становится меньше. Надеюсь, понятна эта логика. Дальше объемы. Вот этот объем 22.45, большой скачок, он был на продажах. То есть объемы зашли на продажах. Продавать было выгоднее, чем покупать. Продавцов было больше, потому что увеличился объем. И это можно посмотреть на Market Delta. Я сделал скрин, немножко не обратил внимания, что здесь 20.30,
А вот этот следующий красный столбик, вот это вот он 20.45. И вот это были продажи. Вот. Скрин на 5 минутках. Все подходит по моей стратегии, как я люблю. Кто давно на канале, тот уже понимает, о чем я рассказывал в своей стратегии. Да, немножко напомню, что открываю шорт, когда индекс поднимается вверх, и желательно, чтобы он поднимался второй раз, как здесь. Выход вверх к своим максимальным значениям локальным, да, потом разгрузка небольшая и опять вверх. И вот здесь бы я хотел открывать, но я это пропустил. Я не был в онлайне, да, я не следил за рынком в реальном времени. И когда я открыл вот это, я уже думал, что все. Но потом посмотрел на индекс 15-минутку, увидел, что индекс еще топчется здесь. Это такой для меня хороший сигнал на то, что, скорее всего, с большей долей вероятности, да, цена пойдет вниз, плюс вот эти аргументы я все рассказал по продажам. Они нарастали. И плюс потом, когда я посмотрел 15-минутку, вернулся на 5-минутку, я подумал, что есть вероятность того, что индекс может зайти еще раз, на третий раз. По моей стратегии это есть такое, что индекс делает вот такую раз заход туда вверх, разгрузку еще раз и третий может быть. Это реже, но может быть. На первый раз стараюсь не открывать сделки, хотя я человек и могу поддаться эмоциям, да, и могу вот здесь открыть, хотя это будет очень рано. А вот второй раз, когда он зашел, и, как я всегда говорю, вот покупки, 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 продаж не было. Значит, скоро жди их гости. И вот они пошли, продажи эти. Потом открывал я лимиты по цене 19.160, вот здесь где-то в районе, после вот этого бара. Вот здесь я открывал уже шорт первый, но цена пошла вверх. И я уже мысленно попрощался со сделкой, да, я принял стоп. После вот этих баров сейчас покажу это все, как было на дельте. Вот здесь была хорошая покупка, я ее видел, и я думал, что сейчас цена прям рванет вверх. Но она прошла, вверху дальше покупатели ее не поддержали, движение вверх, то есть покупать было уже неинтересно. Мы видим здесь небольшие зеленые кластера. Это показывает маркет покупки, но они маленькие. То есть вот здесь кто-то купил, толкнул вверх, но дальше по высшей цене не нашлось покупателей, кто был готов покупать. А лимиты на продажу здесь были. И цена кольнула вверх, и сразу же покупок не хватило и ушла вниз. И когда я увидел вот этот продаж по рынку, красный большой кластер, у меня сразу появилось ощущение такого желания добавить позицию, открыть еще где-то на эфире позицию, да. Ну, такое получилось эмоциональное вовлечение. И когда я такое чувствую, я сразу говорю себе: так, все, ты эмоционально вовлечен в сделку, значит, надо закрывать график, и все, иди отдыхай, иди занимайся чем-то другим. И вот после вот этого кластера, да, красного, продажного, я все-таки был уверен, что, не на 100%, но уверенность появилась, что я все сделал правильно. Вот, до стопа не достало, и я закрыл графики и ушел от экрана. И как результат все 3 цели были закрыты. Вот показывает терминал первый лимит, второй лимит. После этого еще была попытка выйти вверх, но опять же, вот здесь был хорошее лимитное предложение, с которым рыночные покупатели не справились. И все ушло вниз. Так, на этом все рассказал. Вывод. Первое – это следовать стратегии. Если у тебя есть стратегия, и ты на графике видишь, что все по пунктам подходит то, что прописано в твоей стратегии, следуй стратегии. Ни на что больше не обращай внимания. Эмоции только контролируй в это время, а так следуй стратегии. Рассчитай все до открытия сделки и потом просто наблюдай. Не хватает силы и эмоций наблюдать, закрой график и иди занимайся чем-то другим. Второе, если чувствуешь эмоциональную вовлеченность, не торгуй. То, что я сказал в первом пункте, тоже зацепил это. Чувствуешь эмоциональную вовлеченность, хочется добавить позицию или передвинуть тейки, стопы.
Закрой, не торгуй лучше. Ты должен это все сделать до момента входа в сделку. Ты должен это уже все просчитать, рассчитать, записать, выставить через терминал торговый и все. Больше других действий не делай. В чате был запрос на то, чтобы я публиковал сделки онлайн, записывал видео во время открытия сделки. Отвечаю, я физически просто не успею загружать обзор 5 минуток, потому что пока я его запишу, пока я его загружу, пока вы его посмотрите, вы уже будете смотреть неактуальную информацию по рынку. А я уверен, что некоторые из вас будут открывать позицию по этой информации, но она уже будет неактуальная. Даже если я буду записывать сделку, как я ее открою, пока сделаются вот эти все перечисленные мною действия, я уже могу закрыть сделку, а вы только ее посмотрите и сделаете то, что я говорю в сделке, и в итоге это приведет вас к убытку. Я лучше вам сделаю вот такой анализ, расскажу логику своих движений, да, действий, и вы получите знания и будете применять их к своей торговле. И это даст вам больше пользы, чем я бы давал вам сигналы. Поэтому в канале сигналов не будет. Будет обучающая информация, будут обучающие видео, будут разборы сделок, чтобы вы могли учиться, и я вместе с вами. Четвертый – это такое чисто мое наблюдение за собой. На этой неделе начал добавлять торговлю альтами, и когда сажусь работать, делаю немного анализирую биток, потом переключаюсь на альты, потом с альтов опять на биток. И вот так вот 2 часа делаю, и 2 часа проходит, а у меня ни одной позиции, и я не знаю, что происходит на рынке. Потому что переключаюсь быстро с одного на другое, и толком ничего не получается. Поэтому для себя сделал вывод, что если сел работать, значит работаю с чем-то одним. Фокус держу на чем-то одном. Так больше получаю результата. Поэтому тоже имейте это в виду, не делайте какую-то многозадачность за некоторое время, лучше разделите время, да, и делайте отдельно каждое дело. Так будет больше результата. Вот такой разбор, постарался все по-быстрому, коротко, чтобы не затягивать видео, и вам было проще посмотреть. Есть вопросы, пишите в чат, пишите в личку, я всегда рад вам помочь, всегда рад поделиться своими знаниями. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Надеюсь, было полезно, понятно. Всем профита!